поздравить с тем, что вы понаблюдали, как я закончил вкладочку элементы. И в следующем мы посмотрим, разберемся с формой. Ну и далее по всем, почти по всем тестам пройдемся. Не забывайте поставить лайк, подписаться, если вы не подписаны, можете написать комментарий. Чем больше активности, я вижу то, что людям это интересно, и на будущее, и мне хочется с каждым разом делать все больше и больше видео для вас. Потому что, если говорить про эгоистическую точку зрения, для себя-то я сделал фреймворк, то есть я там потрудился, постарался, чему-то научился, что-то новое узнал, и теперь у меня во многом завязана мотивация на том, что если это интересно реально, то есть если вам это реально нужно, интересно, то я буду замотивирована это вам записывать и публиковать. Так, мы продолжаем. Всем привет. Мы продолжаем работать над последним нашим классом тестов, которые связаны с набором тестов Elements. И это динамические свойства, Dynamic Properties. И нам нужно проверить, чтобы тут все эти условия появились. Ну и что ж, начнем, как всегда, у нас по старинке. Класс тест Dynamic Properties. Mr. Proper. Но нет. Казалось бы, да, но нет. Ну и тест Dynamic Properties. По сути своей, названия вот этих функций должны быть, наверное, более осмысленными. Ведь можно предположить, что на этом сайте в будущем будет на страничке Dynamic Properties дохрениллион кнопочек разных появлений. И, естественно, мы тогда этот тест должны будем изменить как там тест enable button after 5 seconds, типа того. Но здесь я не буду этого делать. Если вы хотите, делайте, пишите. Настоятельно вам рекомендую. Но я оставлю максимально шаблонный вариант, чтобы уже вы могли с ним взаимодействовать, как вам вздумается. Я это почти в каждом видео говорю. Не знаю, видимо, мое самоедство не дает мне покоя. Хочется все время оправдаться. Но куда от этого, куда от себя мы убежим? От себя некуда бежать. Надо стараться себя автоматизировать. Автоматизировать все плохое, чтобы оно проверялось и не учитывалось в нашей жизни, а все хорошее оставалось, и мы этим наслаждались не как автоматизаторы, а как философы с полной отдачей. Так. Пам-пам-пам. Так вот заговорился, и все пошло-поехало. Так, сразу далеко ходить не будем. Нам здесь нужно два
элементы. Первый элемент это цвет, ну, кнопка с цветом, которую будем вытягивать, там, проверять, и кнопка, которая появляется, то есть visible after 5 seconds. Итак, значит, нам нужно первое, это color change, ID, color change button. Так, что у нас там? И visible after 5 seconds. Ну, здесь в пейдже первое мы будем проверять, что цвета меняются с одного на другой. То есть где там у нас есть color, ну вот color, test danger типа. Мы будем оттуда брать значение CSS property, сравнивать, что было и что стало. Вот. И затем, ну, как бы возвращать эта функция будет возвращать цвета до и после, а в тесте мы уже будем ассертить и сравнивать. Поэтому сразу сделаем def check changed of color. Так, color. Ну, как обычно, наш, значит, color button у нас self. Нод нужен is present, поскольку нам здесь нет необходимости там, на него смотреть. Далее. Потом, ну, тут мы пишем color before. Ну, есть такой метод value of CSS property. И нам нужен color. Есть такой, есть. То есть вот значение, свойства. Мы пишем, то есть property name какое. У нас color. Здесь значение. Ну и все. Тут как бы все понятно. Все рядом. Здесь у нас color появляется через 5 секунд. То есть через 5 секунд 1, 2, 3, 4, 5. У нас появляется, ну ладно, я считал, ну плюс-минус, короче, 5 секунд. И появляется. Поэтому мы можем взять, чего обычно делать нельзя, и мы можем взять и написать просто time sleep 6 секунд. И все. Либо еще по-другому можно сделать. Можно написать, то есть смотрите, вариантов несколько. Мы же знаем, у нас в элемент present, что у нас есть? У нас тут есть timeout и локатор, поэтому мы можем здесь написать, то есть 5 секунд, либо 6 поставить. То есть фактически нам не нужно писать здесь вообще ничего, и должно все успеться сделаться. Ну, если
Тут я просто не очень не знаю, точнее, как в этом плане работает здесь сайт. То есть здесь после 5 секунд все будет, либо в момент в 5 секунд, и как это сработает, среагирует. Давайте поэкспериментируем, запускаем. Но сначала я сделаю несколько таких моментов. Хотя, подождите, у нас, если делать, то это нужно сделать как раз-таки... То есть что у нас там? Обновили. Color появился. Вот. Да, здесь нам нужно, ну точнее, здесь у нас не получится, потому что у нас и так цвет есть. Но нам надо конкретно после, давайте после 5. 5 секунд. Конкретно 5 секунд. Еще как можно сделать, и это я рекомендую вам. Нам же важно, чтобы было именно через 5 секунд. Ну, как бы, наверное, это логично, поскольку у нас will enable через 5 секунд, а потом что-то появляется, кнопка, которая after 5 секунд. Соответственно, наверное, нам можно было бы здесь сделать счетчик, который отсчитывает 5 секунд, либо count, который будет там 5 секунд, либо там data time там, в начале функции, в конце функции, а потом еще ко всем проверкам добавлять, прошло ли 5 секунд или меньше, или больше. Опять-таки на ваше усмотрение, но я пройдусь по верхам. Так, автор, color button, color button. Oh yeah, color. Return. Ну и все, что? Ничего. Ну так, давайте сделаем print. Принтанем, значит, color before и color after. Я не буду в тесте отпихать, просто сейчас проверим. Ну, в смысле, просто чтобы у нас получится, али не получится. Так, вот. Мы получаем RGBA цвета, и они у нас разные. Соответственно, все нормально. Ну, ладно, если мы там сравним. Где там поменять можно? Вот, RGBA. 220, 53, 69, 1. 220, 53, 69, 1. Все easy, easy. Соответственно, я люблю слово соответственно. Но мы же соответствуем соответственности. Короче, все получилось. Все получилось. Вот и все. Этот тестик у нас готов. Далее нам нужен check appear button. Check appear button. Нужно проверить, что button у нас появился. Ну, знаете, я сделаю еще более скомканно. Я просто все эти проверки запихаю в один тест. Вот. Ну, просто мне так хочется разное вот такой винегрет. Вы можете и обязательно делайте по-другому. Что нам для этого надо? Нам нужна, нам нужен, во-первых, page, и нам нужна функция, которая будет чекать appear button, то есть появление. Def check
check appear of button. Может не off, может тут не нужен в нашем случае, ну что-то знает. И я сделаю это в таком варианте. То есть смотрите, как мы это будем делать. Я сейчас напишу элемент из visible, нам нужен, конечно же. Self-locator, что у нас там, visible after 5. И я поставлю тайм-аут единичку, чтобы он за 1 секунду нашел. Как бы я знаю точно, что он не найдет. Сейчас мы посмотрим, что я хочу. Так, ну ладно, это пусть останется. Что мне там надо? Check appear button. Вот, давайте посмотрим, какая сейчас будет ошибка. Я вот сейчас вот это тоже закомментирую на всякий случай, а то не будет никакой ошибки. Скажет, вообще супер охрененный тест, ну, вряд ли. Что? Я сделаю клик по нему. Например. Пусть будет клик. Точнее, блин. Какой клик? Я неверно сделал, потому что у меня check change of color, он ждет и так 5 секунд. Возможно, есть, конечно, смысл разделить на разные тесты. И хорошо, вы меня уговорили. Согласен, получается не очень как-то стабильно. Не нравится мне это дело. То хотя бы тестов побольше будет. О, какая красота. Куда ты, братишка? Ушел куда-то, убежал. Так, ну все, один тест у нас есть, просто охренительный. А теперь, да что такое? А теперь здесь посмотрим. Ошибка. Ошибка. Что случилось? Что случилось? Случился у нас тайм-аут. Тайм-аут exception, то есть не дождались мы. Не дождались. И давайте, то есть, как можно проверить, если у нас, ну, допустим, если ничего не делаем, будет ли у нас ошибка или нет. Все, ошибки нет, все, 5 секунд, то есть он ждет. Теперь что я предлагаю? У нас был timeout exception. Засунуть все это дело в блок try except. И в таком случае у нас здесь будет timeout, ну, по дефолту 5 секунд, чего нам должно быть достаточно, потому что появляется после 5 секунд. Здесь мы пропишем exception, это будет у нас timeout exception, правильно или неправильно? Так или не так, как говорила моя преподавательница по философии. Так или не так? Все течет, все изменяется. И except return oh yeah. И что ж нам тут нужно сделать? Нам тут нужно понять appear. Значит, это появление. И ассертим, что у нас appear is, is true. Сейчас
Я специально допущу здесь ошибку. Хотя ладно, не буду допускать, черт возьми, но должно все быть замечательно. Поехали. Заводи, как говорится, поехали. Все четко. Все четенько. Итак, наши тесты, основные тесты готовы. И, кстати говоря, я сейчас понял, что вот это вот, так, что вот эту вот кнопочку я не проверял в своем, я как-то пропустил почему-то. И давайте тогда сделаем тест, вот прям, ну, напишу то, что у меня не написано, но как я представляю, что я буду делать, я буду, через 5 секунд эта кнопка должна быть кликабельной. Сейчас проверим, будет ли кликабельность, в принципе, у нее, если не ждать. То есть, если она будет, то надо поменять будет, напишем тогда впереди, потому что у нас нет этого теста. Def check enable button. Обычно self. В первую очередь нам нужно наше enable button. Где оно? Enable after. Так, я не понял. Ага. Все окей. 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 Enable. Enable. Ну и пишем. Enable. О, Господи. Я надеюсь, вы не заметили, что я написал. Enable. Это было случайно, если что. Так. Enable after. Enable after. Пам-пам-пам-пам. Итак, берем, значит, мы enable after. Точнее, enable button. И сюда мы пишем, что у нас self is clickable. Clickable. Self-локатор какой? Self-локатор у нас enable. И давайте кликнем по нему. А ждать 5 секунд мы не будем. Вот так вот шишим с маслом. По логике у нас, конечно, некая такая же получается тема. Пока мы оставим за кадром. Ну, посмотрим. По идее, по логике вещей, сейчас будет ошибка. Посмотрим, какая. О май гад, timeout exception. Опять мы не дождались кликабельности файла, кнопки. Возвращаем все на круги своя, снова запускаем. О, зачем я вообще это сделал? Зачем я делал клик, если мы и так проверяем на кликабельность? Согласен. Глупая затея. Проверим вот таким образом. Но если сейчас все сработает, то и хорошо. Я опять засуну это все в блок try exception, сделаю по тайм-ауту, и если мы не дожидаемся, то бинго, мы победили. Все, значит, хорошо работаем. Далее. Так, так, так.
Ну, снова запускаем. Ура! Ну, теперь нам надо расписать эти предупреждульки. Точнее, negative message. Colors have not been changed. And button did not appear after 5 seconds. And button enable after 5 seconds. Все, я думаю, здесь проблем у нас не случилось. Теперь можно с чистой совестью все это дело коммитить. Ура! Отдохните, приведите свои мысли в порядок, выпейте чай, кофе и обязательно возвращайтесь.